Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с сайта на платформе CS-Card в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по заказам CS-Card, которые перешли в определенный статус в другие системы. Например, в Google таблицах вести учет всех заказов клиентов в выбранном статусе с сайта на платформе CS-Card. Удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Card. Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы по статусу новые». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Card к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Card, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора и в разделе API доступ сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, при достижении которого на основании данных из заказа будет производиться SMS-рассылка. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные из CS-Card. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Google таблицы. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут.
На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!